Власть мужа и отца в семье. Читая Библию, мы можем увидеть, что муж является главой жены, то есть он имеет власть над женой и своей семьей. Одно из конкретных проявлений этой власти – это право и власть мужа и отца отменять обеты и зароки своей жены и своей незамужней дочери. Бог наделил его этой властью, и Бог считается с этой властью. Если жена или дочь дала обет или что-то сказала, что муж или отец считает неправильным, он имеет право отменить это, и оно не сбудется. Но если он будет молчать и не отменит этого, то оно сбудется, потому что своим молчанием он утвердит это. Знаете, есть такое выражение «молчание – знак согласия», и оно основано на том конкретном библейском тексте, который мы сегодня будем с вами читать. Итак, давайте обратимся к книге Чисел, 30 главе, и будем читать с 4 по 17 стихи. «Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет в замужество, и на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет, или возложила зарок на душу свою с клятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее, в доме отца ее». Этот отрывок Священного Писания учит нас об особой власти мужа и отца в семье, той власти, какой не имеет его жена. Возможно, потому Священное Писание довольно четко говорит нам о том, что пастырем или пресвитером церкви может быть только мужчина, потому что жена находится под властью своего мужа, и она не может совершать служение власти в церкви, каким является служение пресвитера. Хотя во многих либеральных церквах сегодня это позволяется и поощряется, но это идет напрямую против библейских принципов и повелений. Но это не наша главная тема сегодня, о которой мы говорим. На что я хотел бы обратить особое внимание, что каждый верующий муж имеет особую власть в семье. Он должен знать об этой особой власти и праве, данном ему Богом, и мудро использовать это на благо своей семьи, своей жены и своих детей. Да благословит вас в этом, дорогие братья, Господь. С миром Божьим и
Желаю обильных Божьих благословений на этот день.